После долгой паузы на рынке вчера биткоин протестировал новый минимум месяца на уровне 28 861 доллар, и в общей сложности он потерял 4% своей стоимости. Такого активного движения мы не видели уже давно, и на рынке были ликвидированы лонг-позиции на сумму более 150 миллионов долларов. Причиной такой коррекции стали различные факторы в виде роста индекса доллара, продажи китов и ожидания повышения процентной ставки ФРС. Но в то же время была одна монета, которая на фоне падения рынка выросла на 10%, и это был Dogecoin, а вырос он потому, что Илон Маск изменил логотип Твиттера и в будущем планирует изменить даже само название, переименовав его в X, потому что теперь Маск планирует превратить приложение в кардинально новую платформу с внутренними платежами, и по словам Маска, X будет контролировать половину мировой финансовой системы, чего он желает уже 24 года. Также у Маска в Твиттере появилась буква D, и многие считают, что после этого он 100% интегрирует Доги в новую платформу X. Дополнительное разбирательство Ripple и SEC продолжаются. На днях регулятор официально предупредил о подаче апелляций, поскольку они вообще не согласны с решением судьи. На этом фоне XRP уже упал на 10%, но в то же время монета сейчас находится на достаточно приятном уровне для покупки. Поэтому в сегодняшнем видео мы разберем эти и многие другие важные новости. Для понимания того, что происходит на рынке, к чему приведет эта коррекция, где находится локальное дно биткоина и как масштабное обновление Твиттера повлияет на криптовалюту. Так что перед просмотром обязательно поставьте видео лайк, и как только мы наберем 800 лайков, мы выпустим ролик с большим обзором крипторынка, в котором мы разберем, куда будет двигаться биткоин после выступления Джерома Пауэлла. За лайки вам отдельное спасибо, желаю приятного просмотра, давайте начинать. Всем привет, друзья, меня зовут Влад, и вы на канале Coin22. В то время как биткоин тестировал уровень 29 тысяч, в криптосообществе поднял шумиху Илон Маск, который изменил логотип Твиттера и планирует провести глобальный ребрендинг платформы, чтобы она контролировала половину мировой финансовой системы. А как мы знаем, любые хорошие новости, связанные с Илоном Маском, всегда положительно влияют на Dogecoin, который вырос на 10%. Так вот, подписчики нашего телеграм-канала за день до этого узнали, что Маск собирается менять логотип. Ведь в нашем Telegram мы публикуем только самые актуальные новости, поэтому если вы до сих пор пропускаете такие события, обязательно подпишитесь, поскольку уже завтра ФРС объявит процентную ставку, а Пауэлл выступит на конференции, и есть очень большая вероятность, что это станет последним повышением в этом цикле. И это является очень положительным фактором для крипты, а все важные тезисы конференции Пауэлла будут именно у нас в Telegram, так что переходите и подписывайтесь. Ну а перед тем, как мы разберем масштабный план Илона Маска, хочу вам рассказать, что произошло вчера с криптовалютой. Во-первых, биткоин упал на 4% и протестировал новый минимум месяца, ниже 29 тысяч. Как результат, мы получили ликвидации лонгов на 150 миллионов долларов. И, конечно же, такое резкое падение биткоина потянуло за собой остальной рынок крипты. По сути, эти ликвидации стали одной из основных причин падения, но также важную роль сыграл рост индекса доллара, который продолжает расти с начала прошлой недели, поскольку все ожидают повышения ставок ФРС. В сочетании с неопределенностями на рынке мы получили вот такой откат криптовалюты, но тем не менее все продолжают ожидать завтрашнего выступления Пауэлла, на котором он объявит дальнейшие действия ФРС. И если он скажет, что июльское повышение является последним, криптовалюта сможет вернуться к уровням прошлой недели, так что нам остается только ждать. Ну а пока все ожидают решения ФРС, Илон Маск проводит глобальные изменения в Твиттере. В воскресенье Маск написал: «Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно со всеми птицами». Этими словами Маск указал на то, что как таковой Twitter прекратит свое существование, но это не значит, что приложение просто удалят, а они сделают масштабный ребрендинг, внутри которого будут доступны платежи и быстрые обмены всевозможными данными. Первым шагом к запуску этой новой платформы стало изменение логотипа на вот такой X, ну и само название в будущем также поменяют. На вопрос, зачем это было сделано, есть ответ от самого Маска. В недавнем интервью он говорил, что изменение платформы позволит интегрировать платежи по всему миру, и он
он заявил следующее: если все будет сделано правильно, X станет половиной мировой финансовой системы. Вообще стоит отметить, что компанию X Илон Маск создал еще 24 года назад и хотел сделать из нее полноценный банк со своей платежной системой, но из-за ряда проблем идею пришлось отложить. Гендиректор Твиттера подробно объяснила, какие возможности будут у нового приложения. На днях она сказала: X — это будущее состояние неограниченной интерактивности, сосредоточенное на аудио, видео, обмене сообщениями, платежами и банковскими операциями, создающее глобальный рынок идей, товаров, услуг и возможностей. Да, это звучит как реклама продукта, который изменит нашу жизнь. Но нас больше интересует именно интеграция платежей, ведь если это будет новая финансовая система, как ее можно назвать глобальной, если в ней не будет криптовалюты? Маск неоднократно озвучивал свои планы для интеграции крипты в Твиттере, и учитывая любовь Маска к рынку крипты, наверняка она будет интегрирована в первую очередь, особенно если это касается Dogecoin. Ведь когда изменили логотип, у Маска появился вот здесь значок Doge, из-за чего многие подумали, что Dogecoin 100% интегрирует в новый Twitter X, после чего он и вырос на 10%. Но, кстати, еще одним мемкоином, который вырос вчера вместе с Doge, была Shiba, а заработать на ее росте смогли участники нашей подписки Coin22 Pro, потому что они заранее получили лонг-сделку с точкой входа и уровнем фиксации 30% чистой прибыли, а также участники Pro заработали от 35% на коррекции XRP. Благодаря такому простому формату работы зарабатывать сможет каждый, даже если вы только начали изучать крипту, потому что перед открытием сделок вы получите подробное обучение и дальнейшее сопровождение на всех этапах торговли. Подписка Pro работает уже почти год и ежедневно позволяет получать прибыльные сделки, чтобы зарабатывать даже на падении рынка. Поэтому если ты желаешь получать прибыль на крипте, сейчас самое подходящее время, так что переходи по ссылке в описании и зарабатывай с подпиской Pro. По поводу глобального обновления Twitter очень интересно, по какому принципу будут интегрированы эти платежи. Если на платформе просто сделают возможность перевода через уже существующие системы Visa или MasterCard, то это сложно будет назвать финансовой системой. Для полноценной работы своей системы Твиттеру придется создать нечто подобное, чтобы, например, у пользователя был кошелек, который можно пополнить различными способами, а уже с этого кошелька отправлять деньги другим пользователям в любую точку мира. Вот поэтому Маск подавал документы для разрешения подобных переводов через Twitter. А для криптовалюты это обновление имеет ключевое значение, ведь те же платежи можно будет запустить на основе блокчейна, даже со своим внутренним токеном. Это будет быстрее и удобнее, чем использовать те же банки. Только самое главное, чтобы всю эту глобальную систему не похоронила SEC со своими судебными исками. Так что Илону Маску и Доги можно пожелать только удачи. Касательно вчерашней коррекции, также хотел добавить, что на нее повлияли киты, которые начали переводить биткоин на бирже. Данные показывают, что краткосрочных инвесторов, держащих монеты максимум 155 дней, стало значительно больше. В отчете Glassnode было указано, что доминирование краткосрочных держателей в биржевом притоке выросло до 82%, что сейчас значительно выше долгосрочного диапазона за последние 5 лет, а соответственно из этого можно предположить, что большая часть недавней торговой активности была создана именно китами, которые покупали биткоин не позднее февраля 2023 года, поэтому крупные инвесторы, которые покупали биткоин вот в этих диапазонах, сейчас приступили фиксировать прибыль. А еще киты активизировали обменную активность. В этом месяце на их долю приходилось 41% от общего притока на бирже, а это очень много. Сетевые потоки от китов на бирже, как правило, были в пределах плюс-минус 5000 биткоинов в день в течение последних 5 лет, но за июнь и июль они переводили от 4 до 6,5 тысяч биткоинов в день. Вот поэтому такие постепенные продажи привели к падению цены ниже 29 тысяч. Также падение было заметно и у XRP. После того, как он снова пробил уровень 85 центов, он снизился на 17%. И это не только общее настроение рынка так на него повлияло, ведь SEC желает продолжить судебное противостояние и уже официально планирует обжаловать решение судьи, подав апелляцию. Когда они это сделают, пока неизвестно, но то, что SEC просто так не оставит дело, это факт. И здесь все в рамках закона, ведь любое решение судьи можно обжаловать. Такие планы SEC сразу же раскритиковал глава Ripple, и у себя в Твиттере он написал, что любые попытки SEC контролировать криптовалюту ни к чему хорошему не привели. И здесь все по факту. Гэри Генслер миллион раз говорил, что он желает защитить всех инвесторов от этого страшного рынка криптовалюты. А по факту, из-за его в кавычках хорошей работы, люди потеряли миллионы долларов, вложенных в Terra Luna, Celsius, а про FTX я вообще молчу. Поэтому единственная цель, которую преследует SEC, это полный запрет, чтобы тратить меньше своего времени на разработку четких правил регулирования крипты.
крипты, так что теперь они наверняка будут добиваться апелляции. Но пока Генслер думает, как доказать в суде, что XRP это ценная бумага, Ripple официально подали документы на получение лицензии для работы в качестве криптокомпании в Великобритании. А еще они хотят получить лицензию Ирландии для масштабирования своих сервисов. Является ли это положительным фактором для XRP? Конечно да, и сейчас его цена находится на хорошем уровне для краткосрочных покупок. Ведь даже на общем фоне рынка и продолжения давления от SEC монета еще удерживается на плаву, поэтому если вы жалеете, что не купили XRP по 40 центов, присмотритесь к текущим уровням. Возможно, они подойдут для ваших покупок. Если посмотреть на общее состояние рынка, то сейчас оно не самое лучшее, поскольку очень много монет потеряли от 2 до 8% своей стоимости. Продолжится ли эта коррекция, все будет зависеть от двух вещей. Во-первых, стоимости биткоина. Для него крайне важно удерживать уровень выше 29 тысяч, так как если он его потеряет, ближайшая остановка может быть около 28 тысяч долларов. А во-вторых, чтобы биткоин удерживался выше 29, мы должны услышать положительный комментарий на завтрашней пресс-конференции Пауэлла. Если в повышении ставок они сделают точку, то индекс доллара снизится, а рискованные активы, такие как крипта, смогут показать рост. Так что мы внимательно будем следить за тем, что говорит Пауэлл, и предоставим для вас главные тезисы в нашем Telegram. Так что не забывайте подписываться. А на сегодня это были все самые интересные новости. Напишите в комментариях, как вы думаете, что будет дальше с криптовалютой. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и увидимся в следующем ролике. Желаю вам удачи, до скорых встреч!